Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на моем YouTube-канале. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист. Сегодня хочу целиком, подробно, последовательно и практически без сокращений рассказать о том, что удалось собрать и проанализировать по делу об убийстве Ирины Фарион, за которым следят большинство моих зрителей моего канала. Кроме этого освещаются и другие темы, но одна из основных тем — это как раз дело об убийстве Ирины Фарион. Поэтому я уделяю сейчас этому внимание. И это будет не официальная версия следствия, это будет взгляд человека, который привык работать с фактами, аномалиями, логическими разрывами. Я буду говорить от своего имени, опираться только на открытые источники, на судебное заседание, на заявления сторон и публичные материалы. Фактически я поработаю сейчас частным сыщиком. То есть я не буду заявлять, что я там какой-то Рэмбо, который раскрывал убийства и рассказывает там истории 1001 стрим. Я буду говорить по существу дела. Итак, начнем с самого начала. Первый вопрос — это возможный психологический эффект от осуждения Вячеслава Зинченко. Дело здесь гораздо глубже, чем просто приговор. Процесс еще не завершен. Но уже сейчас видно, насколько сильно это дело раскалывает общество. Для родственников Фарион осуждение может стать своеобразным катарсисом, снижением хронической травмы, а для другой части общества – усилением недоверия, ощущением политической расправы. Коллективно, в целом, это либо закроет рану, либо еще глубже ее вскроет. Все зависит от того, насколько убедительными окажутся доказательства и аргументы судебного решения. Затем еще один вопрос, тоже он интересный. Неужели нельзя вычислить убийцу и заказчика? Я не следователь и доступа к закрытым материалам дела не имею, но если работать дедуктивным методом, то есть методом Шерлока Холмса, картина получается такой. Вначале факты. 19 июля 2024 года Ирину Фарион застрелили во дворе дома на улице Масарика во Львове. Обвиняемый — это Вячеслав Зинченко. На тот момент ему было 18 лет, он житель города Днепр. Его идентифицировали по камерам, маршрутам, аренде квартир, цифровым следам. Мотив, по версии следствия, это национальная нетерпимость и личная неприязнь, сформированная под влиянием радикальных онлайн-групп, включая связанные с российской NSWP. Отдельного заказчика в обвинительном акте нет. Дедукция показывает: исполнитель с высокой вероятностью именно Зинченко. Мотив идеологический, но полностью ли он действовал один? И здесь уже появляются развилки. Либо чистый одиночка, либо человек, получивший идеологическую и техническую подпитку, либо настоящий заказ. Для
последнего в открытых данных пока не хватает прямых доказательств, денег, инструкций, четкой координации. Далее. Возможные связи. Зинченко якобы имел контакт с Андреем Садовым, мэром Львова. А у Садового якобы есть мотив на убийство Фарион. Ну вот, это слухи такие. Был конфликт Фарион с Максимом Жориным. Это факт. Было проиграно в первой инстанции дело об увольнении из Львовской политехники. В апелляции решение первой инстанции об увольнении Фарион из Львовской политехники отменили. Ну и нужно сказать, что противостояние между Фарион и ректором Львовской политехники Бобулом, а также министром тогдашним образования и науки Украины Лисовым сохранилось. Что касается контакта Зинченко с Садовым, в материалах телефона Зинченко и в материалах судебных заседаний информации об этом нету. Досье, которое находится в телефоне Зинченко, содержит данные Филатова, Стерненко, Корбана, но не содержит данных Садового. Ну, Филатов, Стерненко и Корбан — это как возможные цели. А Садовой, при чем тут его досье? Он же не цель, он же вероятный сообщник. Садовой публично выражал горе и говорил о личной связи через жену и дочь Фарион. Но мотива ему, во всяком случае официально, никто не приписывал, ну, кроме как Фарион сама. Конфликт с Максимом Жориным. Это реальный конфликт ноября 2023 года, жесткий и публичный. Зинченко реально интересовался каналом Жорина, смотрел материалы о Фарион. Увольнение из политехники – это тоже факт. Проигранная первая инстанция – тоже факт. Выигранная апелляция в мае 24-го и получение компенсации и покупка на эти деньги дроны – тоже факт. Зинченко, нужно сказать, следил и за этим. Все это усиливает фон конфликтности, но нужно честно сказать, что прямой цепочки заказчик, исполнитель не создает. И переходим в режим частного детектива. Мы ищем, как это делает детектив, аномалии. Первая и одна из самых серьезных – это видео с камер, видеонаблюдение. Защита утверждает, что на записях не один человек, а минимум 2-3 разных. На одном файле якобы одновременно видны два Зинченко в одном кадре, идущие по разным сторонам одной улицы. У этих двух Зинченко разные прически, разная одежда, разная комплекция. Свидетели. Их показания также расходятся. Кто-то говорит о человеке 30-32 лет со шрамами, кто-то о другом росте и глазах. Ну, это что касается
видео и свидетельских показаний. Следующая аномалия – оружие. Оружие не найдено. Гильза спортивная. Пистолет, по версии следствия, переделанный стартовый. Но самого пистолета нет. Третья аномалия – это цифровой след. Многие, так сказать, нацистские картинки загружены уже после убийства. Есть переписка о средствах. Дословно она звучит так. О средствах предложения в силе, если да, скину кошелек. Есть отложенное сообщение на случай, если что-то пойдет не по плану. Криптокошелек и расходы около 20 тысяч гривен. Чтобы вы понимали, это где-то $400. Четвертая аномалия – давление в СИЗО и запись разговора с сокамерником. Защита называет это результатом принуждения. И вот мы подошли к тому, о чем нужно поговорить более детально. Камеры на улице Масарика. В первые дни после убийства глава МВД Игорь Клименко, бывший уже, глава МВД, заявил, часть камер не работала из-за плановых отключений света. Однако защита, и в частности адвокат Юрий Немировский, говорил обратно и гораздо конкретнее. Он говорил, есть камера частная в квартире на 4-м этаже дома на Масарика 3, которая смотрит прямо на место убийства. По данным Немировского, эта камера была выключена около 19 часов 15 минут в день убийства. Буквально перед убийством. И снова включилась около 20:00 уже после убийства. Почти 45 минут молчания камеры именно в то временное окно, когда произошло убийство. Защита проверяла графики отключений электроэнергии и, по словам Немировского, за неделю до и после 19 июля плановых отключений в этом месте не было. Камера до этого работала. Вопрос, который ставит защита вслух: если камеру выключил убийца, то кто ее потом включил? Стрелок по всем показаниям сразу убежал. Кто же включал камеру? Кто-то другой? Прокуратура на этот вопрос отвечает уклончиво. Да, та камера действительно не работала. Есть другая камера, которая зафиксировала звук выстрела в 19 часов 22 минуты и 14 секунд из свидетеля, побежавшего на звук. Это свидетель Дума. Но сам момент выстрела не попал ни на одну из камер. Зинченко в телефоне заранее искал графики отключений света именно по улице Масарика. Нашел он или нет? Для того, чтобы посмотреть конкретно график, нужно знать номер лицевого счета. Была ли такая информация у Зинченко? Следствие об этом умалчивает. То есть они говорят, что он искал графики отключений, но нашел ли он их? И поэтому следствие трактует это как подготовку, а защита как возможное знание окна. Но кто знал это окно?
окно знал только тот, кто знал хотя бы один из лицевых щитов дома на Масарика 3. Ну, например, София Особа. Но я как юрист считаю эту вот деталь с отключением и включением камеры одной из самых чистых аномалий всего дела. 45 минут, когда камера, которая должна была снять самое важное, молчит. Это либо невероятное везение, либо кто-то понимал, какие камеры в какой момент слепые. Что касается графиков отключения, то Укрэнерго распорядилась не проводить плановых отключений именно 19 июля 2024 года. Но потом в 17:00 решение поменялось, и опять были введены плановые графики отключения. Касались ли они дома на Масарика 3? Ну, пока об этом никто не говорит. Ну, кроме как Зинкевич. Зинкевич сказал, что отключения были, и что они с директорами, с главами ОСББ по домам искали видеозаписи и передавали их, эти видеозаписи, в полицию. Интересно, как происходила передача. Точно так же, как и та фотография Ряженого в порядке осмотра. То есть цифровые данные передаются в порядке осмотра, хотя они должны были бы быть переданы в порядке изъятия. Это процессуальное нарушение, последствия которого должны привести к признанию того, что фотография, известная фотография Ряженого в панамке и очках, с использованием которой производилась портретная экспертиза, которая дала результат, что Ряженый это Зинченко, она передавалась с процессуальным нарушением, то есть не в порядке изъятия, а в порядке осмотра. То есть, еще раз повторю, что такое доказательство должно быть признано судом недопустимым. Вот. Ну и Зинкевич то же самое повторял о том, что они находили видеозаписи и передавали их в полицию. Никаких протоколов о изъятии видеозаписей мы не видели ни в судебном заседании, ни в материалах дела. Что касается видеозаписей, которые передавались полиции, там четко видно несоответствие тайминга реальным данным, ну, которые подходят под версию следствия. И эти несоответствия устранялись путем дополнительного допроса владельцев камер. То есть просто владелец сообщает, что камера там спешит на полчаса или отстает на 10 минут. Ну, так, чтобы подогнать, можно сказать, под версию следствия. Вот такие манипуляции с этими таймингами видеозаписей, которые были переданы полиции не в порядке, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс, не в порядке изъятия. То есть гарантии целостности переданных видеозаписей дать невозможно в такой ситуации. Далее нужно уделить внимание автомобильным видеорегистраторам с автомобилей, которые стояли в момент убийства во дворе на Масарика 3. В открытых материалах нет ни одного упоминания, что регистраторы что-то сняли в момент убийства.
несмотря на то, что во дворе и на улице стояло множество машин, записи видеорегистраторов либо не изъяли, либо изъяли, но эти записи ничего не дали, либо их просто нет. Ну, тайна, можно сказать, покрытая мраком. Работал следователь в этом направлении или нет, точно сказать нельзя. Все это вместе складывается в картину, которая официальной версии одинокий 18-летний идеалист сам все придумал и сделал, уже не является соответствующей действительности и такой гладкой, как об этом утверждает София Особа и прокурор Петлеваны. Слишком много разрывов, слишком много несовпадений, слишком много вопросов, на которые до сих пор нет публичных ответов. Я, друзья, не утверждаю, что Зинченко невиновен, я не утверждаю, что есть какой-то конкретный заказчик, я утверждаю другое. Дело требует самого внимательного и пристрастного изучения именно тех мест, где официальная версия дает сбои, где имеют место разрывы. И особенно вот те самые 45 минут, когда камера, которая могла бы снять момент убийства, на Масарика 3 была выключена. Я буду продолжать следить за процессом и возвращаться к новым деталям, как только они будут появляться в открытом доступе. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.